Всем привет! Харьков вновь подвергся ночной атаке 18 дронами камикадзе типа «Шахед-Герань». Основной удар противника пришелся по объекту энергетической инфраструктуры, что повлияло на перебой с электроэнергией в Харькове. Кроме этого, повреждены жилые дома, магазины и несколько машин. 80 тысяч абонентов остались без электричества в Холодногорском районе города. Работы по восстановлению продолжаются. На некоторых дорогах и перекрестках Харькова образовались пробки из-за неработающих светофоров после ночного российского обстрела. Атаки БПЛА были на Холодногорский и Шевченковские районы Харькова, в результате которых также возникли проблемы с движением наземного электротранспорта. Всего же 4 людей пострадали в Харькове и области из-за ударов Российской Федерации. В Харькове пострадал 24-летний мужчина, в Чугуеве 38-летняя женщина. В поселке Пудянка Дергачевской громады пострадали 87-летний мужчина и 85-летняя женщина. В Чугуеве ночной обстрел разрушил один дом и повредил около 20. А вот на этих кадрах вы видите момент отключения электричества после одного из ударов БПЛА по Харькову. Вот такая бессонная ночь выдалась в Харькове 24 сентября 2025 года, да и не только в Харькове. Спасибо каждому, кто этой ночью был на страже города, спасателям, энергетикам, коммунальным работникам, медикам и харьковчанам. Ну а теперь к другим не менее важным новостям и событиям города. В Харькове готовятся восстановить движение трамваев на проспекте Тракторостроителей. Началась обкатка по линии, которая была повреждена обстрелами. Также уже вешают новые таблички на остановках. Ну что, поехали на Алексеевку, а я вам пока расскажу еще кое-какую разную интересную информацию. В Харькове после войны поднимут вопрос возвращения театру имени Шевченко исторического названия «Березиль». Причем этот вопрос уже давно обсуждается, сказал главный режиссер Харьковского государственного академического украинского драматического театра имени Шевченко Степан Пасечник. Поднимался не раз вопрос о том, чтобы театру вернули название «Березиль». Юридически мы называем Харьковский академический драматический театр имени Шевченко. Когда-то, давно, еще в 1980-е годы, был режиссер Александр Григорьевич Белецкий, сделавший малую сцену в Харькове, и мы дали ей название «Березиль», а слово «Березиль» нельзя было произносить вообще. Поднимался вопрос возвращения театру исторического названия «Березиль», но за это время произошло произошедшее.
Режиссер добавил, что работники и актеры театра сами представляются как актеры Березиля, поэтому это название широко распространено на низовом уровне. Пасечник подчеркнул, что коллектив театра готов говорить о таком переименовании после завершения полномасштабной войны. Ну и еще одна важная информация, касающаяся нашего YouTube-канала. Друзья, до 1 октября 2025 года канал «Реальный Харьков» меняет свое название и возвращается на старое, более известное как Алекс Моторный. Именно с таким названием мы впервые появились на YouTube, и с таким названием появился наш канал. Многим он запомнился, особенно нашим давним зрителям и подписчикам. Именно как Алекс Моторный, возможно, многие из вас помнят это название. В последнее время мне пишут много людей, что, мол, не могут найти меня на YouTube, куда исчез канал и так далее, так как канал менял название и просят вернуть старое, и что не могут привыкнуть к новому. Идя навстречу пожеланиям подписчиков и зрителей YouTube, принято решение возвратить каналу название «Алекс Моторный». Не отписывайтесь, пожалуйста, увидев новое название в своих подписках. Все остается как и было, а может даже и лучше. Теперь канал будет называться «Алекс Моторный». Спасибо за внимание и понимание. Оставайтесь с нами. Узнаете спуск Веснина? Я очень любил этот спуск. Бывало, трамваем едешь, и открывается панорама. Шевченко, Жилярди и дальше Салтовка. Теперь здесь трамваи не ходят.